Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака уже на вторую половину месяца января. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает и какие карты вам сегодня выпадут. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я всегда очень рада обратной связи с вашей стороны, поэтому не стесняйтесь, пишите. Кто еще не подписан, также напоминаю, вы можете подписаться, чтобы не пропустить в дальнейшем мои расклады, если они вам нравятся. Напоминаю, как я делаю расклад. Выкладываю карты и поочередно разъясняю каждую из них, и мы из этого всего складываем общую картинку того, что, собственно, у вас получится. Итак, первая карта — семерка мечей, такая немножечко коварная, она может иметь как положительное, так и отрицательное значение, и с позитивной стороны может говорить о стратегическом мышлении, о нестандартном мышлении, может быть, о творческом подходе к чему-то, а в негативном, да, может говорить о лжи, обмане, может быть, о корыстных мотивах чьих-то, с которым вы человеком общаетесь, допустим, либо вы имеете какие-то корыстные мотивы, здесь их проявляете. Так, и далее здесь у вас есть карта тройка кубков. Интересно, тройка кубков вместе с семеркой мечей. Возможно, вы здесь узнаете какую-то правду, возможно, узнаете какую-то истину, которая была скрыта, и узнаете вы ее, общаясь с какой-то компанией людей, потому что, ну да, это социальная энергия, это ваш круг друзей, это какие-то социальные связи в обществе, с кем вы общаетесь обычно. Вот она, тройка кубков, и вы узнаете здесь по семерке мечей какую-то вот такую вот, может быть, ложь или предательство, или какой-то обман. И тут же есть страшный суд, карта, которая показывает, что вы можете быть как будто бы на распутье, но для вас страшный суд — это призыв к действию, призыв к возрождению, к обновлению. И, как правило, это призыв к принятию важного, даже очень такого глубокого решения, которое, вероятно, изменит ваш жизненный путь. И вы должны здесь принять очень существенное решение для вас. Оно перевернет буквально вашу жизнь или разделит на какие-то два этапа важных, то есть на до и после, потому что это решение носит долгосрочный этап. И вы сейчас очень такое важное время проходите, которое сильно повлияет на ваше дальнейшее развитие, на вашу жизнь. И здесь вы, скорее всего, можете, приняв это решение, получить что-то, на что вы заслуживаете, получить по заслугам. Опять-таки, хорошие ваши поступки, значит, получаете то, что вы заслуживаете хорошее. Не очень, значит, соответственно, получаете то, что не очень, да, хотелось бы. Но в любом случае это призыв что-то перевернуть в своей жизни, нести ответственность за свои поступки, потому что вам и нужно здесь, в принципе, ответить за то, что вы уже сделали, ответить за ваши поступки в этот период времени также. Но в любом случае вы здесь находитесь в таком эпицентре вот этого принятия решения. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Карта дьявола с шестеркой жезлов. Шестерка жезлов — хорошая карта, да, шестерка жезлов, близнецы, шестерка жезлов, карта победителя, но с картой Козерога и с картой пятерка мечей, возможно, ваши цели, да, они такие очень серьезные, и вы не гнушаетесь любыми методами. А здесь может быть несколько разных вариантов, несколько сюжетных линий, то есть некоторые из вас, возможно, сами рассматривают вариант использования какой-то такой скрытой энергии хитрой. Возможно, вы подумываете о том, чтобы предпринять что-то для достижения своей цели, победы, успеха, триумфа, то есть чего-то, что для вас важно, чтобы почувствовать признание обществом того, что вы молодец, вы победитель. Но эти методы, которые вы бы использовали, возможно, они немножечко сомнительные с моральной, с этической точки зрения, потому что есть и пятерка мечей, и дьявол, и она символизирует победу любой ценой, независимо от той цены, собственно, которую вам нужно будет заплатить, от того ущерба, который может быть нанесен таким вашим решением. В принципе, это значение, да, может быть как положительным, так и отрицательным. То есть вы готовы сделать все возможное для достижения желаемого результата, вот неважно какой ценой. Вы здесь хотите какой-то власти, может быть, даже вы здесь методы какие-то не совсем законные такие используете для достижения этой цели, но вам нужно задать себе вопрос, стоит ли оно и оправдывает ли цель эти
собственно, средство, которое вы применяете. По дьяволу здесь может быть привязанность или навязчивая идея, может быть общение с козерогом, может быть какие-то нездоровые модели поведения или циклы, в которые вы здесь попадаете. И некоторые из вас, возможно, уже сталкиваются с этим уже сейчас, когда я делаю этот расклад уже в этот период времени. Возможно, вы испытываете как будто бы вот здесь как будто, да, как понимание, что что-то скрыто, и это что-то, оно раскрывается или раскроется в ближайшее время. И для некоторых из вас это, да, кто-то из круга ваших друзей, из вашего социального круга. Возможно, какая-то тайна или враждебность по отношению к вам. Может быть, у кого-то из вашего окружения есть какие-то скрытые мотивы. Может быть, да, может быть, этот человек думает о том, что это скоро всплывет, какая-то информация о ком-то из вашего круга общения, догадываются об этом, или вы вот думаете, что сейчас что-то такое, да, вскроется, вы можете что-то тайное узнать. Вот сейчас, что вам делать в этой ситуации, когда вы оказываетесь на этом распутье? Вам нужно здесь разобраться, как поступить. Вам нужно здесь подумать о том, чтобы сделать что-то, что снова принесет чувство успеха вам, чувство победы, чувство признания. Но все зависит от того, насколько вы готовы потрудиться, чтобы, собственно, получить эту свою цель. В любом случае, по сути, вопрос в том, как вам поступить в этой ситуации, что вам делать, как вам с этим справиться. И создается впечатление, что вне зависимости от того, участвуете вы в одной из этих сюжетных линий или в другой, да, честные, нечестные ваши пути или способы, или это вас кто-то обманывает, да, но в любом случае у вас есть соблазн действовать, у вас есть соблазн реагировать таким образом, таким способом каким-то, да, с хитринкой такой, с каким-то обманом. И вы впоследствии можете об этом пожалеть, как будто бы. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Карта десятка кубков, карта верховная жрица. Кстати, да, тоже тайны, секреты, обманы. Возможно, кто-то может из вас завидовать успеху другого человека или популярности другого человека. Возможно, даже не знаю, возможно, здесь речь идет о каких-то тайнах или секретах, которые вы можете узнать о ком-то из ваших близких. Да, как будто бы раскрыться что-то может, что-то внезапно, что-то вдруг вот такое вот происходит, что дает вам понимание о истинном положении вещей, какая-то истина выходит наружу. По этой семерке мечей, по этой верховной жрице здесь, верховная жрица и десятка кубков. Ну вот в целом десятка кубков, карта семьи, карта семейного счастья, может быть в целом вашего ощущения благополучия. И вместе с верховной жрицей, которая здесь показывает интуитивную энергию, показывает вашу связь с божественным, ваше высшее я, вашу интуицию, такое внутреннее чутье, вместе с десяткой кубков, которая о счастливом доме, о счастливой жизни после свадьбы, может быть, о браке, о детях, может говорить эта карта десятка кубков. И, близнецы в целом, давайте сейчас еще подумаю, что здесь, да, возможно, для кого-то из вас, не для всех близнецов, но для кого-то здесь может в вашем круге общения, в вашем окружении появиться действительно кто-то, кто либо вам завидует каким-то образом, либо как-то обманывает, пытается подорвать ваш авторитет какими-то сплетнями или чем-то, что как будто говорит как нечестное о вас, подорвать чувство сплоченности. Можете узнать это, когда вы собираетесь на каком-то празднике, на каком-то событии, на каком-то таком мероприятии. Возможно, кто-то из вас задумывается о том, чтобы вот какое-то тайное дело завести, какую-то переписку или какое-то общение тайное с кем-то. Это может касаться кого-то из ваших близких, из вашей семьи, может быть, в ваших романтических отношениях, да, то есть что-то делать в тайне, о чем-то тайно договариваться, в тайне от других родственников, допустим, да, или там, то есть между вами есть какая-то тайна вот в
обществе, с кем вы там общаетесь. И, возможно, вы пока что, может быть, не готовы публично что-то продемонстрировать или публично о чем-то рассказать, хотя есть определенный соблазн действовать или соблазн реагировать вот таким образом, то есть что-то держать в тайне или, да, как будто бы какие-то секреты здесь сохранять, потому что боитесь, что как-то можете, если распространять будете эти секреты, то не получить желаемого. То есть опять-таки что-то держать в тайне. Ну, давайте подумаем, что здесь еще. Ну, давайте туз мечей. Туз мечей. Ну, тоже как идея, которая к вам здесь приходит. Туз мечей. Идея, как решить этот вопрос. Как в этой ситуации поступить. Как в этой ситуации поступить. Карта рыцаря жезлов. Карта умеренность. И отшельник. Опять-таки, вопрос, что с этим делать, который у вас возникает по тузу мечей. Если вы собираетесь вынести что-то на всеобщее обозрение, то вы думаете, как это сделать. Как раскрыть какую-то тайну там, перед вашей семьей, допустим, вашим родственникам. То есть здесь основная ваша проблема, как это сделать, чтобы, вот сбалансировав энергию умеренности и отшельника, то есть мудрости, и сбалансировать вот эту импульсивность карты рыцаря жезлов, то есть в равновесное состояние привести вот эту импульсивность рыцаря и мудрость отшельника. Что вам делать с вот этим вот вашим решением? Как воплотить в жизнь то, что вы решили сделать? И что сказать окружающим, что сказать близким? Как вам с этим справиться? Стоит ли раздувать, может быть, какой-то конфликт, если вы узнали какую-то скрытую ситуацию? Или поступить как-то сбалансированно, мудро, размеренно? То есть как вам поступить? Это то, что вы думаете, как вам здесь действовать, что вам, собственно, делать? И как, может быть, найти какой-то компромисс или как о чем-то договориться, чтобы сохранить доверие или сохранить баланс, сохранить вот это равновесное состояние по карте умеренность. В любом случае здесь какая-то как секретная информация есть, как будто что-то происходит за кулисами. Может быть, вы не готовы пока раскрыть какой-то секрет. Возможно, вы сейчас в этот период времени будете готовы раскрыть определенную тайну, да, и сделать для этого определенные шаги, какие-то определенные действия. А может быть, кто-то хочет сказать о том, что, не знаю, там, женится, замуж выйдет. О, карта башня. Так, да, сразу. Карта башня, колесо фортуны. Так, и солнце. Да, карта башня, колесо фортуны и солнце. Интересное такое сочетание. Ну вот здесь вот, знаете, колесо фортуны. А какой-то хороший момент, божественное время такое символизирует события, которые могут быть, да, довольно сложными с картой башни в момент их наступления. Но это что-то такое, что должно вас направить на путь, который намного лучше того, по которому вы идете сейчас. То есть какой-то более позитивный, солнечный, жизнерадостный, более успешный. Это означает, что для тех из вас, кто пытается разобраться в ситуации, кто здесь находится в процессе какого-то принятия решения, или кто уже решил что-то сделать, что в зависимости от того, как вы это сделаете, может быть воспринято определенным образом, то в конечном итоге это вам пойдет на пользу. Карта Солнца, да? Карта башни и карта Солнца — это какое-то важное и необходимое изменение, которое на данный момент может представлять временные трудности. Обычно башня, она почти всегда представляет собой сложную задачу, но Солнце, которое рядом находится с ней, показывает путь, который подходит лучше именно вам. Даже вот несмотря как бы эта ситуация с этой башней сложилась, сложной, непростой, может быть, вам, к сожалению, придется узнать, что кто-то там из ваших друзей или родственников каким-то образом, может быть, что-то от вас скрывает или обманывает, или действовал, вот знаете, как будто против вас, возможно, завидовал, или что-то такое происходит, независимо от того, собственно, да, что здесь происходит, но это какой-то обман или какая-то ложь, какая-то нечестность. Это может быть для вас непростым осознанием, и это приведет к необходимым изменениям, чтобы вас направить на правильный путь, где вы будете в большей гармонии, в большем балансе, где вам будет больше вести. Да, это что-то предопределенное для вас, что-то хорошее для вас. Для кого-то из вас это вступление в новые отношения, для кого-то это необходимость рассказать близким также, да, и ваша тайна, может быть, рассказать о том, что вы собираетесь вступить в брак, вы собираетесь там съехаться, допустим, с вашей второй половинкой.
Но при этом это может стать неожиданностью там, для ваших близких, для ваших родственников. Это может им тоже не понравиться. То есть здесь что-то такое, как тайна, которая всплывает, она может быть непростая, но это то, что сделает в итоге вам какую-то пользу, какую-то выгоду. Да, это хорошая карта. Давайте еще попробуем посмотреть, что здесь еще может быть. Вот у нас есть принцесса кубков, или я ее еще называю паж кубков, собственно, да, так она называется. И четверка жезлов. Карта четверка жезлов. Ну да, здесь в любом случае, знаете, за страшным судом необходимость перевернуть что-то с ног на голову. Я уже говорила, может быть, правда, что-то касающееся там совместного проживания или брака. Решение, которое вы здесь принимаете. Принцесса кубков — это предложение, которое вы здесь принимаете, сообщаете об этом родственникам. Или делаете предложение какое-то, принцесса кубков. Но это как хорошее все-таки событие для вас. Какое-то хорошее для вас событие. Какое-то хорошее предложение. Король Пентаклей, может быть, связанное с земным знаком, то есть Девы, Тельцы или Козероги, или какое-то хорошее, выгодное для вас предложение. Выгодное для вас предложение. Опять-таки, шестерка кубков. Что-то оставить прошлое позади. То есть не забывать об этом, потому что это ваша история, оставив это позади. Но тем не менее, карта туза жезлов. Но начать новый путь. Независимо от того, собственно, да, насколько вы здесь сомневаетесь в этом решении, но скорее всего, да, несмотря на то, что это решение сложное, может быть, для вас, этот переход может быть сложным, но это для вас действительно хорошее изменение, которое повлияет и на ваших близких в итоге, на вашу семью или на вашу пару, с кем вы принимаете решение создать семью, если вы не в браке, или завести ребенка, если вы думаете об этом. То есть здесь какое-то хорошее решение. Возможно, вы не сразу об этом говорите всем, да, возможно, вы скрываете пока что эту информацию, эту новость, но тем не менее для вас это важное решение, которое для вас будет действительно поворотным. Этот дальнейший шаг, он принесет много позитива в вашу личную жизнь. Хорошие карты у вас, близнецы. Итак, на этом, я думаю, сегодняшний таро-прогноз на вторую половину месяца января мы завершаем для вас. Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы, не забудьте подписаться. Берегите себя, берегите своих близких. До скорого!